Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня у нас снова нет как таковой темы, так что будем смотреть в потоке, что там нам захотят передать высшие силы. Итак, кто же пришел ко мне на расклад? Карта переворачивается. Сейчас. Кто пришел ко мне? Это что ж такое? Прыгают карты, хотят говорить. Сейчас. Кто пришел ко мне на расклад? Секунду. Ко мне на расклад пришел человек, который выходит на новый уровень, завершает свои кармические уроки, завершает обучение чему-то, да. Это может быть связано с женщиной, с какой угодно, с матерью, с дочерью. Ну, тут с дочерью вряд ли, конечно, потому что императрица. Но кто знает, может, взрослая дочь такая, уже в таких энергиях. Либо с какой-либо женщиной, с бабушкой даже у кого-то проиграется. Ну, вот разные вообще ситуации, да? Но мы сейчас посмотрим. Завершение идет, и человек стоит на выборе. Каком-то стоит еще. Ну, тут, да, это кармический, опять же, урок, кармическая ситуация. Стоит. То есть ко мне сейчас человек на расклад пришел, который стоит на выборе еще на каком-то, куда пойти, приценивается, да, присматривается, что выбрать, а как правильно. Тут именно а как правильно будет, потому что справедливость. То есть человек выучивает и понимает кармические уроки свои, да, и человек идет в трансформации. Вот человек завершает трансформацию сейчас, тот, который это смотрит. Замечательно. И трансформация это будет, ну, у вас касается, получается, у многих будет ревность, у многих будет нежелание уступать, нежелание уступать свою позицию, может быть, в чем-то, да. У кого-то проиграется выбор из нескольких партнеров. Ну хорошо, вот такая сигнификация. Если вы себя узнаете, смотрите дальше. Если нет, поищите другой расклад, потому что это вам не подходит. Итак, смотрим, что же вам хотят передать высшие силы. Мне идет так. Смотри на жизнь легче, смотри на жизнь креативнее. Да, есть определенный опыт, который в кулечке за спиной, но солнце светит, и очень важно это видеть. Глупо будет не замечать, как вам по жизни светит солнце все-таки, и вы можете выйти в новое. То есть у вас есть, ну да, так. У вас есть варианты, да. Так, сейчас я уточню. Да, это либо продолжать по дьявольским энергиям делать дальше и в новом цикле, да, вашей жизни, отработав карму, снова здорово, как называется, да. Либо очиститься от этого и, наконец-то, начать движение к чему-то более идеальному. О чем-то, может быть, вы там мечтали, но у вас это не получалось. Можно вот спросить, да, спрошу сейчас, это то, что не получалось у человека, который смотрит, это связано с тем, что он сидел в дьявольских энергиях? Да, погружались в дьявольские энергии. Не смотрите, что здесь фигурная карта, я не буду читать это как с привязкой к полу.
Королева кубков — это во что-то погружение с головой, так что вообще другого не замечаем. Ага. А теперь включили немножечко голову, да. Не так уже погружаемся, охладились. Тут я положила на звезду. Это прям охлаждение такое, которое дает возможность выйти из очень узкого сознания, скажем так, да, расширить сознание и посмотреть на все с холодной головой, с кристальной ясностью и чистотой сознания по звездям и королеве мечей. Посмотреть на это все и увидеть правильный вариант для себя. А вы видите уже правильный вариант для себя? Но вы как будто не уверены, как будто вы не уверены еще, что действительно это будет правильно, но вы на него смотрите. Вы пытаетесь прислушаться к себе, к своей интуиции, правильно ли это будет. Как будто, знаете, может быть, все-таки вам хочется всего и сразу или чего-то еще, да, других вариантов, и вы думаете, а правильно ли по отношению ко мне, вот к себе самому, к себе самой будет выбрать конкретный вот какой-то вариант. Угу. Ну, хорошо, что я могу сказать? Наши желания идут из эго. То есть в основном желания, которые не чистые, ну в смысле не нечистые, не земные желания, да, связанные с чем-то земным. Прям материалка или любовные страстные отношения или исполнение каких-то вот хотелок. Они связаны больше с земным, это дьявольские энергии. Это сейчас не говорю, что это плохо, да, просто нужно во всем знать меру, и если они будут утягивать вас в старые энергии, удерживать в старом цикле и не выпускать из этой проработки, то это в данном случае явно будет нехорошо. Ну да. Так. Немножко потеряла за рассуждениями расклада. Так, что я должна передать человеку, который сейчас смотрит видео? Угу. Хватит уже сидеть, отказываться от действий. Все меняется, так или иначе. Это по высшей справедливости, по карме, по решению высших сил. Все меняется, как раньше не будет. Поэтому стоит уже что-то выбрать и не отказываться от действий, от вариантов. А что лучше выбрать человеку, который смотрит высшие светлые силы? Что выбрать человеку, который смотрит этот расклад лучше? Что выбрать? Посмотреть уже внутрь себя, туда, куда мы не хотим смотреть, что мы не хотим знать, что мы не хотим признавать, замечать. Посмотреть, встретиться с этим по двойке кубков уже. У кого-то в подсознание заглянуть, да, у кого-то просто вглубь себя. А зачем? Это урок. Но завершайте уже прохождение урока, ну, не тормозите. Вот что тут идет, не тормозите, а не тормозите. Завершите, и чем быстрее вы это сделаете, да, ну, хотя дело даже не в спешке, просто я вам говорю, чем меньше вы потратите времени и ресурсов на само понимание того, что не стоит отворачиваться, отказываться от взгляда. Правде в глаза, мне идет так, правде в глаза. Правде в лицо. Да, вот так. Правде в лицо. Чем меньше на это будет потрачено времени, тем скорее придет ресурсность, тем скорее выйдете на новый уровень по миру, потому что у нас мир там падал. Это завершение цикла и выход на новый уровень, абсолютно новый уровень жизни, когда все заиграет другими красками, когда придут новые энергии, потому что вы уже в обновлении, вы уже в трансформации, в обновлении, вы уже
освобождаетесь, но вы не можете освободиться от старого чего-то, пока вы не взглянете внутрь себя, не взглянете правде в глаза, не признаете каких-то вещей, которым вас пытается научить Вселенная, пытаются научить высшие силы, ваше высшее Я, ваша душа. Ваша душа сама выбрала пройти такие уроки, которые вы сейчас проходите. Мне идет так, что не надо смотреть в данном видео, какие именно уроки вы проходите. У каждого здесь будет свое. Окей. Что еще я должна сказать человеку, который смотрит видео сейчас? Ну, прошлое в прошлом. Все, оно завершилось, оно завершается мирно. Оно завершается... это уже потолок. То есть, как в прошлом было, ну, это был потолок, дальше просто не стала бы развиваться к лучшему ситуация. К лучшему для вас ситуация, как в прошлом, которая в прошлом была, она бы не стала развиваться. Для того, чтобы ситуация развивалась, нужно расти, нужно выходить на новый уровень. И именно для того, чтобы это произошло, нужно сделать вот это. Нужно заметить то, что мы не хотим замечать, признать то, что мы не хотим признавать, посмотреть правде в лицо, даже если это не хочется или это болезненно. А почему вы не хотите смотреть правде в лицо? Знаете, тут как будто... Сейчас. Ага. Мы как бы хотим, но мы малодушно себя обманываем. Вот что. Самообман идет. Малодушно. А может быть, не так там, да? Или может быть, как-то все по-другому. Или может быть, есть еще какие-то варианты. У каждого свое будет. Тут самообман идет малодушный, подлый по отношению к самому себе или к самой себе. Потому что мы как бы уже хотим. Мы уже хотим, чтобы все это закончилось. Вот это вот то, что раньше было. То, что изменилось уже. Мы хотим, чтобы закончилась трансформация, мы хотим как лучше для себя, это все понятно. Но тут идет малодушное самообманывание и пребывание в иллюзиях из-за этого. Ну, это подлость по отношению к себе здесь идет. Ага, и вам нужно было это услышать сейчас. Вот так вот. Угу. И что с этим делать тому, кто смотрит расклад? Трансформироваться внутри. То есть сначала мы смотрим, прекращаем себя обманывать спокойно, включая голову холодную, включая видение, включая коронную чакру. То есть пребывая в божественных энергиях, на время нужно... я правильно понимаю, что тому, кто смотрит, на время нужно будет постараться отойти от энергии 15-го аркана дьявола? Да, абсолютно тут иерофант вышел. Вам нужно включать божественную энергию, коронную чакру и идти потихонечку, спокойно, не спеша в эту трансформацию. У вас она уже началась, она уже идет, у вас внутри это уже происходит. Не мешайте самому себе иллюзиями и самообманом подлым по отношению к себе же. Не мешайте этим себе достигать наконец, конца этой трансформации, чтобы выйти на новый уровень и пойти уже в абсолютно новые обновленные энергии и в абсолютно новый путь, так скажем, который будет благоприятен для вас. Вы, когда выйдете, пройдете это, вы будете очень свежо на все смотреть, у вас как будто пелена с глаз спадет. Пелена, я сейчас покажу вам, какая. Вот это вот малодушная пелена, да, которую не хотели, не хочу ничего делать, не хочу ничего знать, не хочу ничего замечать. Вот я вот думаю, что-то себе представляю, надеюсь на что-то или боюсь чего-то, да, и не действую, и не смотрю туда. Вот эта вот пелена, когда спадет, это такое облегчение будет. Все просто заиграет новыми красками, новыми энергиями, свежими, новыми путями, новыми возможностями вы их будете видеть. Потому что в этом состоянии, вот в этом малодушно, когда себя обманываем, мы не видим. Мы как бы не даем себе туда прохода. А вот если, когда вы пройдете, вы будете видеть.
И это правильно. В этом вам помогают высшие силы. Именно поэтому вы попали сейчас на этот расклад. Высшие силы тут, божественной энергии помогают. Вы важны для этого мира. Именно поэтому вам дают подсказки, вас ведут. А давайте посмотрим, а чем вы важны для этого мира. Сейчас, секундочку. Знаете, как будто у вас есть способности, знания для того, чтобы разрушать что-то зависшее, разрушать чью-то жертвенность, свою или других людей. Что это? Да, у вас есть на это способности еще какие. Кто-то здесь меня смотрит с магическими способностями, но здесь не обязательно. Здесь может быть просто вот в какой-то ситуации. Так. Угу. Сейчас. А это в чем? Угу. Мне идет здесь связано еще что-то с тем, что человек помогающий, то есть нет отбоя от желающих, либо попросить вас о помощи, либо попросить совета, либо попросить денежку, что-то такое, ну что угодно тут может быть. Ну, не жертвите сами, и вы как будто потом сможете помогать другим, не жертвить собой. Вот как идет. Сейчас я правильно понимаю? Да, я правильно понимаю. И у вас будет не один вариант, как это делать. Ну, вы выходите в счастье, в солнце, в семью, в благоприятной вообще энергии, в благоденствие, вот как мне хочется сказать. Дайте этому шанс, посмотрите на это. И стоит понять, наверное, что действительно вы же хотите этого, вы же хотите счастья, вы хотите обновления, новых прекрасных энергий в жизни. Угу. Значит, нужно просто посмотреть правде в глаза и уже снять с глаз эту повязку иллюзий. Хорошо. Давайте посмотрим еще для вас совет. Сейчас, секундочку. Давайте посмотрим высшая сила. Совет для тех, кто смотрит сейчас это видео. Совет для этих людей. О, какие замечательные карты. Ага. Вас ведут высшие силы. Завершается ваша трансформация с помощью, опять же, высших сил. Завершаются какие-то испытания, тяжелые моменты, все меняется. Вот как раньше было, вот эти вот, когда не видели возможностей, когда было что-то плохо, то есть у кого-то денег не хватало, у кого-то со здоровьем, там, у кого-то что-то еще, у всех тут своя ситуация будет. Плохие времена, они меняются, но, вот опять эта карта, ну позвольте уже себе увидеть то, что мешает внутренне
наконец, всему этому поменяться. Все поменяется, просто вы можете это сильно ускорить. Да, ускорить сильно трансформацию. Вот такой вот совет. Я вижу, что здесь повторяется уже информация, поэтому вот такой вот расклад для вас, мои дорогие. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие у вас ситуации. Мне интересно будет почитать. Это как взаимообмен энергиями, да. Ставьте лайки и до новых встреч!